Привет, мои дорогие сестры! У нас сегодня расклад на Таро сумасшедшего дома. Такой небольшой, но все же. Мы с вами погадаем на тему, когда он напишет, когда он позвонит, ну, в принципе, когда он объявится. Попросила у нас это сделать Татошка. Ну что, давайте, девочки, посмотрим. Когда он напишет, когда он позвонит. Загадывайте своего мужчину или девочки, несколько мужчин. И сейчас на 4 вариантах мы посмотрим, когда он напишет, когда он позвонит. Первый, второй, третий, четвертый. Когда он напишет, когда он позвонит. Ну что, девочки, начинаем тогда отсчитывать его время, правда. Вот у меня есть такие вот часы песочные. Будем, девочки, смотреть, когда он напишет, когда он позвонит, и у него есть только определенное время. Итак, поехали. Первый вариант. Когда он напишет и когда он позвонит, когда он объявится. Сразу выпал, девочки, сразу выпал этот ваш мужчина, рыцарь мечевой он выпал. Я вам скажу так, если вы в ссоре, да, то он еще от ссоры не отошел. Если у вас с чем-то негативным закончилось ваше общение, он, девочки, вот злость какая-то, у него злость, он сам по себе в злобе сейчас находится, злой. Думает ли он о вас? Думает. Хочет ли он объявиться? Хочет, девочки, как будто он еще не досказал вам чего-то. Он напишет, позвонит он. Десятка пентаклей. Он еще думает, как вывернуть это все, как же с вами так общаться, как же с вами так разговаривать. Как же так? Что ж мне тебе сказать, дорогая? Хочет что-то утаить, хочет что-то вот в свою сторону. Ну, короче, почему у него такое происходит? Смотрите, вы выпали императрицей. Императрица с рыцарем мечей, да? Мужчина, который злится и кусает локти. Почему? Потому что вы лучшая, вы крутая, вы молодец. Дело в том, что он чувствует вот какую-то в себе ущербинку. Он, девочки, чувствует какую-то ущербинку. Вы ее посеяли. И он думает, если он объявится, то он лучше от этого не станет. Понимаете? Он думает, что если он будет где-то вам угождать, ухаживать за вами, значит, он будет присмыкаться. Ему очень не хочется присмыкаться. А знаете, кто присмыкается? Насекомые, да? И вот у него такое есть ощущение, вот и злоба такая, да, что вы можете про него подумать, что он, ну, короче, какой-то присмыкающийся. И поэтому по десятке пентаклей, да, вот его это молчание, он как пытается выигрывать время, выигрывать время. Шестерка кубков. Но вообще-то ему хотелось бы на свидание с вами. Хочется вас вызвать куда-то на свидание. Но, девочки, тут еще один такой момент есть. Если у него материальная заинтересованность в сторону вас, есть. Потому что, смотрите, он ждет, когда вы выйдете из этой императрицы и будете королевой костей с семеркой костей. Знаете, что он, девочки, ждет? Чтобы вы немножко типа сняли корону, да, и были как-то не то, что вот попроще, а чтобы вот, ну вот у него есть какой-то материальный интерес. Конечно, все мужчины разные. Даже по первому варианту они бывают от 1 до 10, девочки. Единичка это вообще уже абы что из букбантик, да, десятка это максимально такой, скажем так, порядочный, благородный мужчина. Но здесь у вас, есть ли у него какой-то меркантильный интерес? Есть. Какой бы он, как бы, знаете, вроде бы хороший не казался, он в свою сторону ждет от вас каких-то проявлений в материальном тоже. Либо это на пятидесятник, то есть тот, который 50 на 50, да, все делит, либо он ждет от вас, чтобы вы ну, не то, что заплатили за него, да, где-то, но вот что-то такое вот с материальным интересом есть, и он ждет, когда вы немножко, вот знаете, уровень снизите.
Это у него есть такое вот типичное, знаете, что в голове. Бывает так, что вот, например, на сайты знакомств, когда переписываешься там с мужчинами, знаете, как они, ну, кто знает, тот знает, девочки, они говорят, они там вот обычно очень смелые, да, в интернете, а в жизни, конечно же, не так, поджав хвост ходят. Так вот, и такие мужчины, они ведут себя так, ты много о себе думаешь, да, или ой, кому ты там нужна с прицепом, или там ой, уже возраст не тот, чтобы выжучиваться. То есть вот такое вот, знаете, принижение немножко. Оно у вас здесь происходит, но оно происходит немножко в другом варианте, да, то есть у него нету такого возможности высказаться. Понимаете, высказаться. Потому что, возможно, это будет для него чревато. Потому что вы выпали вот императрицей, та, которая может свернуть гусю его лебединую шею, понимаете? И поэтому, девочки, вот обратите внимание, да, что вот проявление вот какой-то такой вот мелочности, они у него сейчас есть. К сожалению, я тоже знаю таких мужчин, их дофига, девочки. Иногда кажется, ой, такой классный, благородный и такой интересный, да. Как копнешь и посмотришь на поведение, это вот, и какие вопросы он, например, даже мне задает про моих, например, знакомых, девушек и женщин, да, с кем можно вот так, типа, познакомиться. Вот, блин, про деньги это такие противные вопросы, я его вообще, короче, не уважаю за это, да, и никому не советую. Вот такие вот дела. И поэтому, девочки, вот знаете, обратите внимание, что если вдруг этот мужчина вообще в вашей жизни никак не проявится, да, ну и не надо, девочки, потому что вот что-то вот есть такое. Знаете, иногда не у всех, но у некоторых бывает, у козерогов такое есть, именно козерогов. У раков есть. Раки очень хорошо это умеют маскировать, такие под губками пухлые. Такие. А у козерогов она такое, знаете, более едкая. У поломанных стрельцов такое бывает тоже. Понимаете? Э, Ну, может, дев я тут не буду приплетать, они как-то более тут благородные в этом плане. Ну вот обратите внимание, что здесь такое может быть. Поэтому позвонить, написать, у него в принципе проблем вам нету. Нету. Ничего его, в принципе, не держит. Но у него его терзает какой-то материальный вопрос, связанный с вами. Понимаете? И, возможно, он вот боится выглядеть плохо в ваших глазах, что у него не так вот и он думает, что я должен там что-то платить. Ну, короче, вот что-то вот такое, знаете, скробезное, такое немного меркантильное в нем есть. И он это сейчас вот в себе переваривает, да, и вот эта вот злость какая-то, и, возможно, еще и с тревогой. Это от повышенной тревожности у него такое, да, и он это все в себе переваривает. Когда он с этим смирится, он позвонит, и он предложит вам приятное свидание. И вот если вы будете чувствовать его в голосе, в его переписке, что он приглашает вас к приятному свиданию какому-то, да, окей, значит, он это переварил, и можно даже двигаться дальше. Но если девочки не напишет, не пишите ему сами, потому что он как раз этого момента ждет, чтобы вы сняли корону. Но я как всем напоминаю, не он эту корону вам на голову надевал, чтобы ее снимать. Так что немножко, знаете, так вот, к нему так более трезво относитесь, к этому мужчине, потому что такие настораживающие картишки здесь выпали. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, когда он напишет и позвонит. Десятка мечей. Это, девочки, мужчина, который не будет сейчас не писать, не звонить. У него раненое сердце, это раненый лебедь, понимаете, который где-то вот лапка подмерзла, когда над ним сгустились тучи и прорубь стала еще более подмерзлой, да, то есть десятка мечей это, девочки, такая страдание, злость, может быть, тревожность, ну, все такое вот с этим связанное. Десятка мечей. Он переживает. Или он болеет, либо он очень болезненный, да. То есть он сейчас может просто очень сильно болеть, и вот эта десятка мечей на это указывает. Когда он напишет, позвонит вам. Король мечей. Тройка костей, когда он тебе позвонит. Девочки, смотрите, вот от этого мужчины в ближайшее время вообще ничего не ждите. Ну, вообще ничего не ждите. У него
не так все хорошо в его жизни. Вообще никак не хорошо, понимаете? Он вот, я не знаю, лизнул что-то железное в мороз и прилип языком, да? Может быть, у него там еще что-то с шутками или без шуток. У него может что-то такое, знаете, травмирующее, драматичное, серьезное быть, да? У него, во всяком случае, какие-то такие вот проблемы существуют. И он сейчас вообще не в том состоянии, чтобы звонить и что-то делать, да. Ему бы самому бы выбраться, вот хотя бы превратиться выбраться из этой передряги, чтобы хотя бы быть вот этим вот пажом костяным, понимаете? То есть над ним сгустились тучи. И я вам скажу, что здесь какой-то еще надрыв идет. То есть это слезы, девочки, у этого мужчины слезы. Плачут ли мужчины? Плачут. И у него это продлится и даже вот, ну, неделю-то точно. Вот не надейтесь, что он вам сейчас будет звонить. Там тройки какие-то пошли, да? Это звонки какие-то, выяснялки и все остальное. Он накрученный или очень больной, да? То есть тут вот обратите внимание на это. Это и тут выпадает так. Можете ли вы вот как-то, знаете, решить вот эти вот моменты, да? То есть можете ли вы как-то ему помочь? Что, может быть, надо сделать, как вы добрый человечек, особенно во втором варианте. Все у меня девочки очень добрые, да? Так вот, девочки, тут не надо ничего делать, потому что здесь идет очень сильная мужская энергетика. Вот я вам так скажу, у меня вот на днях, чего я там, знаете, вот меньше там где-то в Ютубе и все остальное, потому что у меня есть такие сложные сейчас моменты с людьми, да, и которые надо решить. Например, человек, который очень больной мужчина, который карабкается, хватается за жизнь, да, и я ему где-то помогаю. И знаете, это вот просто нахождение с ним у меня просто уже эти вот я как опустошенная, как будто я, извините меня, бухала целый день, понимаете? И голова так болит. А по такое какое-то опустошение, силы еще есть, но не такие, где я, например, могу еще ими где-то делиться и все остальное. И здесь вот у этого мужчины тоже вот эти вот проблемы, комок его, огромный снежный ком, возможно, его каких-то проблем, он очень сильно мужской. И вы ему не поможете. Вам надо сохранять свою женскую энергетику, понимаете? Потому что если вы сейчас вот впрягетесь, грубо говоря, в это все, он вас обескровит. Этот мужчина вас лишит вашей женской даже энергетики. Жизненной силы может лишить. Поэтому я считаю, так как он все-таки выпал здесь королем еще мечей, да, что он должен вот это вот все решить, все свои вот эти вот проблемы сам. Выбраться он из этого должен сам. И у него есть цель. Он идет. У него есть цель. Я хочу выбраться, я хочу, чтобы у меня было все хорошо, я хочу жить, я хочу быть живым, здоровым и все остальное. У него есть цель. Тяжело он к ней идет? Тяжело, девочки, да? Но это вот чисто его игра, да? Моя игра, она мне принадлежит. И таким же, как и я. Ну, короче, тут уже такая лирика пошла. Но смотрите, нет. Насчет того, позвонит ли он, напишет, нет, девочки. Он проблемный сейчас. Проблемный сам с собой. Все остальное. И не надо, вот сейчас я вам даже не советую не писать ему, не звонить и все остальное. Пусть мужчины должны свои проблемы решать сами. Потому что если они свои проблемы сами не решат, они и ваши не решат. Понимаете? Когда он напишет, когда он позвонит. Когда он напишет, когда он позвонит. Хочет ли он вам позвонить, написать? Хочет. Но у него, девочки, не хватает для этого вообще даже каких-то ресурсов. Между вами какая-то утерянная связь идет, нарушенная связь, сломанный телефон. Да? Это вот если вот с чем-то сравнивать, это то же самое, что он так занимался в телефоне какими-то делами, что у него села батарея, и он не думал о этой батарее для того, чтобы оставить сколько-то процентов заряда, чтобы позвонить вам. И он ее высадил. И дело в том, что с вашей стороны вы тоже выпали королевой мечей, да? То есть
Или, например, если вы находитесь на расстоянии с этим мужчиной, вы можете выпадать с ним парой, да, пара, которая потеряла связь. Если это, девочки, не ваш мужчина, а вот такой тот, с которым вы, ну, как вариант его рассматриваете в своей жизни, да, то я вам скажу, что здесь связь потеряна, нарушена, какие-то воспоминания такие вот любовные, да, они есть, но здесь по факту вот эта семерка и десятка мечей, что здесь выпало, да, это вообще говорит о том, что вот у него такой сложный, тяжелый, трудный, психологически трудный период в жизни, с которым он должен справиться. И когда он превратится в живого, почему я говорю живого? Потому что я почему-то вижу вот этот расклад черно-белым, а цель быть цветным. Ну, у меня черно-белое это не живое, цветное живое. И там выпадал очень цветной паш. То есть, как будто он, знаете, как за жизнь борется почему-то. Вот, или у него такое отношение. Или, может быть, знаете, это еще тревога какая-то вот намешалась, безысходность какая-то, да, стрессы какие-то могли намешаться. Поэтому вот сейчас от него этого звонка, объявления вообще не ждите. У него только остатки чего-то. И, скорее всего, связь между вами, вот, она не восстановится. Она не восстановится, девочки. Она может восстановиться только если вы, как говорится, пообещали друг другу любить, там, ждать и все остальное. Может быть, тогда да. Но если вот такой вот это один из вариант такой ваш, да, или с которым уже все прожито, или вы расстались на не очень хорошей ноте, да, то это все, конец. Поэтому, девочки, смотрите, и вы еще выбрали его вторым, вот этого мужчину. Если вы в свободном, активном поиске находитесь, знать, что у вас есть еще один третий вариант, который, девочки, когда вы доверяетесь любви, не руководите любовью, как второй, а вы доверяетесь любви, доверяетесь мужчине. И остался мистический еще вариант. То есть у вас еще по факту встреча, вот это тоже, это а-ля типа гадание, но оно, девочки, рабочее, да. Это говорит о том, что вас еще ожидает встреча, когда за вами будут ухаживать, и встреча, когда вам еще какие-то вот мистические знаковые моменты, связанные с мужчинами, тоже будут. Поэтому вот прям на проблемах, на десятке мечей, а это, девочки, такой вот крест, на нем не надо заострять сейчас свое прекрасное внимание, да, и тратить свою красивую женскую энергетику, девочки, потому что он здесь ее от вас тоже не просит. Вот такие дела, котики мои. Так что двигаемся дальше. Я надеюсь, вы загадали третий и четвертый вариант. Если нет, загадайте еще кого-нибудь. Даже просто назовите имена людей, которых вы не знаете. Пусть они приходят в вашу жизнь. Третий вариант. Давайте посмотрим, когда он напишет, когда позвонит. Он, девочки, что-то уже писал вам, он уже либо звонил. Это могли быть пропущенные, либо ваши неотвеченные, либо он у вас в блоке находится, да. И когда он напишет, позвонит. Это сила. Четверка кубков. Он напишет, позвонит, объявится. Но почему-то по тому пути, по которому он шел к вам, ничего не произошло. И по шестерке пентаклей он будет искать новый путь, девочки. Вот, красивая такая карта, шестерка пентаклей. Знаете, что нам нравится, да? Вот он как синенький, вот этот синенький, будет искать новый путь. Еще один новый путь к вам. Хочет прийти? Хочет. Планирует эту встречу с вами? Планирует. Четверка кубков. И это перекресток. Типа я ищу новый любовный путь к тебе. Сила. Правосудие. Он, девочки, не сдастся, этот мужчина. Эти смски, эти звонки, они будут у вас. Вы даже, знаете, вот так как еще две карты кармических выпало, я вам так скажу, как еще проигрываются эти отношения. Это мужчина, который в свое время наполнял вас чем-то, да? Вам что-то такое, вот почему вы хотите, чтобы он звонил вам, и хотите, чтобы он вам писал, да? Потому что в какие-то моменты между вами был такой, знаете, обмен энергии очень серьезный, когда он вас наполнял. Подходит он вам, не подходит, ваше это, не ваше, это уже не важно. Это такой вот мужчина-донор, который
либо, ну, я не скажу, что всегда, да, всегда этим донором быть не можешь, но он вас где-то наполнял. И он где-то вот делал вас наполненной, сильной, выздоровевшей, да, то есть у него что-то такое вот целительное для вашей именно женской души у него есть это. Поэтому вы загадываете. А вы его загадываете не потому, что вы хотите именно любовных встреч с ним. Вы хотите, девочки, еще раз напитаться какой-то энергетикой, которую он вам дарит. Вы идете за ним, как за донором. А он идет за вами, как за той прекрасной, вечно живущей вампиршей, которой хочется отдаться. Понимаете? И эта связь между вами, да, она не нарушится. Она течет своим чередом, своя судьба у этих отношений. И она не такая, что вот встретились, повстречались, поженились, родили детей и умерли типа в один день в глубокой старости. Нет, девочки, не у всех такие истории будут, у вас далеко не у всех. Это мужчины, доноры вашей женской энергетики. Я бы даже сказала, ну, вот это вот мужчины, возможно, для кого-то они могли прийти в вашу жизнь, чтобы спасти вашу жизнь от чего-то. Или доставали вас из каких-то токсичных отношений. Или когда вам было грустно и одиноко, и вот вы проваливались в какое-то такое гнетущее состояние свое, он вас вытаскивал. Он вас напитывал своей энергетикой, вот этот мужчина, понимаете? И вы кайфовали. Это вот как он давал вам напиться, либо воды, вина там или еще чего-то. И не каждый мужчина вообще готов вот это вот дать, понимаете? Такие дела. В общем, найдет он вас, да, девочки. Эта связь будет продолжаться даже это как хранитель какой-то, вот ангел-хранитель ваш, да. Ну, может быть, очень слишком высоко пара, я там сказала, но такой вот он. Такой вот он. А относитесь к нему вот как, знаете, как к воде своей. Может быть, не так часто он вам нужен, но все же. Вернется он к вам, напишет он вам. Он первое, что сделает, он, девочки, напишет вам. Очень напишет и очень хочет пригласить вас на встречу. Просит на встречу, типа, как, знаешь, что-то платье одеть, ну, типа, будь более женственной. А знаете, что он от вас берет, девочки? Я вам скажу. Вам выпал туз костей, шестерка кубков. Богатство ваше берет он. Он, девочки, берет. Вот ему нравится вы, знаете, чем? Э, Красотой, молодостью, статусностью, богатством нравитесь ему. И знаете, если вы будете приходить к нему на свидание, или там, где у вас такие какие-нибудь массивные сережки, кольца на руках, да, украшений много, женственное какое-то пышное платье, да, вот что-нибудь такое вот, ему это очень будет нравиться. Он от этого кайфует, и он больше вам энергии, это так по секрету, будет вам отдавать, да. Вот такие дела. У него на вас есть планы, у этого мужчины. Но, например, если вы хотите именно за него замуж, девочки, да, эм, тут надо вот подумать, потому что это не совсем вот прям супер идеальный мужчина в плане того, что вот, ну, это как и донор, понимаете? То есть, или как, например, кот-фамильяр. То есть мы берем котика, мы с ним спим, мы его кормим, мы его любим, котика, да, но за котиков замуж не выходят. Хотя есть мировые прецеденты, да? Так что вот обратите внимание, этого мужчину я бы на вашем месте не теряла бы из виду, да, возможно, давала бы ему свободу какую-то тоже, и себе свободу тоже, да, но вот чтобы у него все время оставалось это желание чем-то вас наполнить. Вот это вот интересно. Вот такие вот дела. Так что на вопрос, когда он вам напишет, позвонит, это, девочки, случится или в ближайшее время, да, или когда он накопит каких-то сил и вернется к вам. Вот тут такое, знаете, э, тут чувствуется что-то такое, знаете, львиное. Львы мужчины, например, теплом таким женщины могут делиться.
Но если у вас были львы, возможно, вот вы вспомните вот этот вайб. Вот такой вот третий вариант. Четвертый вариант давайте смотреть, когда он напишет и когда он позвонит. Он, девочки, в сомнениях, но он хочет объявиться. Рыцарь Пентаклей выпал вам. Рыцарь Пентаклей выпал на столе. Но не валец в колоду тут выпал, а именно рыцарь. Когда он позвонит и напишет, он планирует, девочки, у него есть планы в голове, они довольно-таки незрелые, но по 8 кубков говорит, что он хочет с вами сюсю-мусю. Это такое вот, знаете, французское слово сюсю-мусю. Есть французский поцелуй, а есть вот это вот сюсю-мусю. Хочет и хочет, девочки, хочет проявиться в вашей жизни, но... Ой, а что это такое? Ой. Короче, девочки, у этого мужчины еще более-менее сейчас все нормально, но дальше выпали не очень карты. Сразу вам говорю, я иногда жалею, ну, в основном жалею, да, там что-то такое раскрывать, но я вам скажу, смерть, повешенный и туз мечей выпал. Это ждет у вашего мужчины сейчас вот через неделю начнутся какие-то такие крушения планов, перемена места работы, ну, короче, какие-то неприятности у него начнутся, и они, скажем так, глобальные. Так что, вот смотрите, проявится ли он до этого, он хотел бы проявиться, проявится ли он до этого. Он вот прям, знаете, будет такой вот момент. Он будет у вас еще как-то пытаться найти эту поддержку. То есть он не будет вам ничего говорить, но вот что-то такое, знаете, сухое напишет, типа, привет, как дела? Или даже, вот знаете, вы тоже не бойтесь, ему можно написать, этому мужчине тоже, привет, как дела? Он скажет, нормально. Но, если честно, за этим нормально будет уже ненормально. То есть, если он дальше с вами не будет развивать тему встреч и скрывать это, да, потому что тут все-таки рыцарь Пентаклевый выпал, это тот, который будет скрываться, да. То есть он хотел бы с вами встретиться, хотел, хочет с вами переписываться, хочет, да, но фишка в том, что он довольно-таки скрытный с вами, скажем так, потому что он скрытный по жизни. И он может объявиться, а потом опять исчезнуть из-за того, что у него начнутся какие-то глобальные жесть, проблемы, с которых надо будет еще вылазить, девочки, да. Но вот в этих он ни на кого не надеется, да, но в то же время планировать какие-то, знаете, вот серьезные вещи с этим мужчиной на ближайшее будущее не планируется. Там, знаете, переписка, пару встреч можно, но не более того, потому что вот этот острый угол, он идет вот по дорожке к острому углу, где у него какие-то такие перемены не очень хорошие в жизни будут, проблемы, которые он будет разруливать, и ему, как говорится, не до встреч будет. Вот такие дела, мои дорогие. И смотрите, он выпал все-таки вот сигнификатором его, да, рыцарь Пентаклей. Мужчина, который никогда не говорит о своих планах, никогда не раскрывает свои карты никому. Иногда кажется, что он такой вот прям супер скрытный, а на самом деле он, может быть, даже просто о некоторых вещах и не думает. Но у него такая очень сильно развитая интуиция какая-то, да. То есть и интуитивно он может с вами общаться, даже не общаясь с вами. И то, что вы его сейчас загадали, а еще в четвертом нашем мистическом с вами варианте, да, это, девочки, такая вот карта, что вот кто-то может сказать, что это мужчина темная лошадка. Вот с этим мужчиной надо разговаривать на птичьем языке, на языке вот даже карт Таро, да, на языке интуиции, телепатировать ему, призвать его во сне, да, вот как-то так, потому что у него реально так, его, скажем так, эфирное тело, и его астральные путешествия, они, конечно, выдающиеся у этого мужчины. Он сам по себе интересный. Вруном я его здесь не назову, да, но это такой вот интересный склад ума у этого мужчины. Он у вас такой вот загадочный.
Он не каждому подходит, не каждому дается в руки. Такой кот, который гуляет сам по себе. Такие дела. Так что объявиться он хочет, да, и, скорее всего, он будет объявляться в вашей жизни, но это будет вот как-то так вот, вам не совсем понятно, для чего и как, и почему. Но дело в том, что у этого мужчины грядут изменения, девочки. Поэтому, знаете, тоже вот просто запомните это. Если вам будет казаться, что он вам не уделяет внимания или как-то себя ведет как-то непонятно, нелогично по отношению к вам, да, это говорит о том, что у него там что-то началось такое, те проблемы, которые надо будет ему решать. Вот такие дела, мои котики любимые. Все, пока-пока.